Если однажды под Новый год попадете в Мюнхен, обязательно сходите в музей Лего. Ну, или в музей BMW. Я сейчас здесь для того, чтобы продемонстрировать вам наочно, что любой мотоцикл – это лучше, чем обычный диван. Готовы? Начинаем. Привет, 38-й год. Из выхлопной пахнет маслом. Как будто только вчера его заводили. Правильных пацанов таким аппаратом не удивить. Наши вон там внизу, туда идем. Клянусь, я честно пытался туда пройти. Но тут можно только спрыгнуть. BMW 1,8 литра. Всего лишь. Зацените, какая там печка. Вот зимой, когда холодно, руки возле нее греть, это ж вообще огонь. Оба-на. И я нашел место для отдыха. Вау! Тут встроенные динамики где-то там сверху. Это просто обалдеть. Непередаваемое ощущение. А он еще и качается вправо-влево. Такое ощущение, как будто сидишь вот где-то в суперкомфортном автомобиле. О, класс. Представим классическую ситуацию. Вы решили купить мотоцикл. Уже просмотрели 1000 видео на ютубе популярных и не очень популярных блогеров с рекомендацией о том, какой мотоцикл выбрать. По ночам вам уже снятся посиделки с друзьями у костра. Вот вы уже готовы, ну я не знаю, у самых близких и не очень близких друзей спрашивать, сколько денег они вам готовы одолжить на покупку мотоцикла. Если хоть что-то из перечисленного выше про вас, это видео, этот ролик будет конкретно для вас. Если же вы уже сменили не один десяток, а может и сотню мотоциклов, и в вашей коллекции персонально их больше, чем килек в банке, то, возможно, вы не подчеркнете для себя ничего интересного. Потому что я наездил на мотоциклах за всю свою жизнь не более 100 тысяч километров. Это очень мало. Поэтому мое мнение – это всего лишь мнение обычного человека с не очень богатым опытом. И вы, конечно, можете меня послушать, с чем-то согласиться, но я считаю, что у вас должно быть собственное мнение. И начнем мы с того, что дернем за правильную ниточку. Каким должен быть мотоцикл для дальняков? Я считаю, что первый пункт, он должен быть ненадежным. Почему так, спросите вы? Ну вот представьте себе ситуацию. Вы купили себе новый мотоцикл, сели на него, проехали 1000 километров за день по автобану, по немецкому автобану, проскочили вот так реально, буквально там 5-6 часов, и вы прибыли в точку назначения. На следующий день вы вернулись на работу, пришли в офис и рассказываете своим друзьям о приключении. Как вы 7 часов ехали по автобану, просто дали там, я не знаю, 160-200 км в час на своем мопеде и просто доехали туда, куда нужно. Другое дело, когда вы купили какую-то ржавую, гнилую Альфу 30-летней давности, которая у вас сломалась через 10 километров на проселочной дороге. Вам пришлось ее зарыть в ближайшей лесопосадке, пока вы поехали в соседнее село, город, деревню, страну в поисках нужных запчастей, вернулись через 3 дня обратно, откопали этот мотоцикл, починили его с помощью плоскогубцев, отвертки и проволоки, потому что, как говорит мой папа, если там, где проволока не держит, там болту делать нечего. Вот представьте себе вот эти две различные ситуации, когда вы возвращаетесь на работу в свой офис своим друзьям, которые привыкли видеть вас, очкарика, который ведет малоподвижный образ жизни, который там курит, я не знаю, одну за второй сигареты, немножечко там побухивает с ними иногда. Представьте себе, какими глазами они будут смотреть на вас, когда вы расскажете им эту историю. О том, с какими трудностями столкнулись, как их преодолели. Поверьте,
вот буквально через день-два отношения изменятся кардинально. Причем не только среди мужчин, но и среди женщин. Вы начнете замечать на себе чужие взгляды, женские взгляды. В этих глазах будет читаться интерес, восхищение, потому что вы способны сделать то, чего до вас не делал никто из их окружения. Это совсем другой уровень. Поэтому я считаю, что мотоцикл должен быть ненадежным. Даже если это BMW, он должен ломаться. Я нашел повозку Санта-Клауса. Интересно, какой из этих подарков мой? Но я же говорил, вот музей Лего – это не то же самое, что и музей BMW. Отличный мопед для быстрой езды. И по катку видно, что вот на нем уже катались. Его тут поставили, но он не новый, он реально уже бэушный. Подшаманили и на продажу. Свой предпоследний китайский мотоцикл я купил новым за $1500. Проехал я на нем около 40 тысяч километров, и за это время на нем ничего не сломалось. Один раз после урагана он упал на бок, и мне пришлось заменить пластик и поворотник в сборе. Лысую резину я сменил уже в Германии, когда изначально она была шипастая, с таким большим протектором, внедорожная. И она, когда я менял, она была чем-то похожа на 40-летнюю девственницу. К тому времени не нашлось гвоздя, который смог бы ее проткнуть. Это для любителей побыть на стиле, заниженный. Сколько там? Сантиметров 5? Я не любитель крутых тачек, но все ходят и заглядывают внутрь вот этого аппарата. BMW Vision. Ну, он реально крутой. Если у вас такой есть, пишите в комментариях. Покатаю на своем мопеде. Если дадите порулить, конечно. Продам резину недорого. Кажется, я заблудился. Придется все снимать по второму кругу. А кругов тут оказывается много. Второй критерий выбора, я считаю, мотоцикл должен выполнять свои функции. Причем он должен быть многофункциональным. Потому что в 20 лет я заботился о том, как бы на этом мотоцикле можно было прокатить подругу. В 40 лет я уже больше думал о том, а как бы на нем съездить на рыбалку. И вот представьте себе, что в вашей жизни что-то изменится резко так. И у вас будет дома стоять мотоцикл. И спросите себя, вот в этой ситуации, будете ли вы его использовать? Будете ли вы на нем ездить? К примеру, на своем китайском псевдо-эндуро осенью, да нет, не осенью, даже в феврале месяце я развозил пиццу. Я на нем проехал половину Европы. 1 января он мне сказал: Сань, давай мы поедем с тобой покатаемся в болото. И когда я пытался что-то возразить, ну, дружище, нет, там реально грязь, температура плюс 10, мы застрянем, он мне ответил: да не, посмотри, вон там велосипедисты впереди, они только что проехали. Если они смогли, то и мы сможем тоже. Короче, зря я ему поверил. По факту где-то часа 2 я его толкал из той грязи. Зато теперь мне есть что вспомнить, и я точно знаю, на что я способен и на что способен он. Поэтому я считаю, одним из критериев для выбора мотоцикла должна быть его многофункциональность. Нам нужно туда, наверх, срочно. R12. Вот она. Ключа нету, в бак заглянуть не получится. Как по мне, низковат по седлу. И сидишь как на диване.
И на спидометре 220 всего лишь. 17. Да ну нафиг. Вау, сколько туда килограмм арбузов можно положить. На нем реально прикольно. Вот просто комфортно сидишь попой, такое ощущение, что там два дивана, а не один. Второй для пассажира. Блин, тут такой движок. Он в 1,5 раза больше, чем у меня на Фиесте. Да не, это с самолета движок, это не мотоциклетный. R1250. Не, ну тут реально новая резина. Вот видно, что мотоцикл новый, из салона. Хочу посидеть. Вау, я рукой попробовал. Он просто мягенький, вы посмотрите. Это капец. Я даже не знаю, с чем сравнить. На нем надо лежать вот так. Кто ж на нем сидит? Весь сияет в огнях. Но если бы вы на нем ехали, ребят, поверьте, никто бы вас не увидел. Это было бы примерно так. Вжик и все. Так, это у нас S1000. Ой, ну я ногу даже не закинул бы, наверное. Вот кажется, что тут бак литров на 60. А на самом деле это пластиковые обтекатели, которые, ну вот, тут просто комфортно. Нет, там внутри пустота, там нету бака. Вау! Если ручку крутнуть, и сразу ощущаешь себя за рулем самолета. Очень жесткая муфта, рабочий тормоз. Шикарный аппарат. Но как по мне, вот на нем хорошо ездить. Но когда ты остановился, вот я не представляю, как бы я его держал. Тут еще вот эти ножки, на которые ты ставишь ноги, они реально мешают. То есть вот эти ножки, когда ты опускаешь ноги на землю, они, ну вот, нереально неудобно. Они как-то торчат, шире ноги не расставишь, потому что тогда мотоцикл не удержать. Ну, у меня 1,80 м роста. Я не знаю, каким гигантом надо на нем ездить, чтобы чувствовать себя комфортно в момент, когда ты остановился на светофоре. Великоват аппарат, как для меня. Великоват. Она становится вот так. Когда вы останавливаетесь, получается, она упирается или сюда в ножку, или сюда в ножку. И когда трогаешься, ножка реально, ну, может сделать бобо. С другой стороны, такая же самая история. О, а это что за дырка? Туда масло заливается? Flex Case. C400. Самолет. BMW. Везде BMW. Только BMW. Никаких Хонд. Ну, это без сомнения лучший мотоцикл всех времен и народов. R1300. Вот он. Так выглядит легенда. С пробегом в 0 километров и следами, отпечатками пальцев на экране. И вот это тоже можно покрутить. Я не знаю, что это, надо будет почитать. Очень жесткая муфта на всех мотоциклах. Даже не знаю, что так. Тормоз рабочий. Обтекатели, защита. Вот эта штучка очень мягкая. Если решите десантироваться через руль, и вы мужчина, ну, ничего не отпадет. По крайней мере, оно останется при вас. А, вот там выше зацепитесь, так и оторвете. Ну ладно. Вот это самая фишка. Не знаю, насколько она функциональна и зачем здесь нужен хомут, но это красиво, это круто. BMW. Пропеллер. Это включается турборежим, когда вы ускоряетесь по бездору. Пробка на месте. Можно отсюда снять и на тот мотоцикл поставить. А тут есть кнопочка. Ребята, это кнопка подогрева. Подогрева сидений. Это BMW. Следующий критерий для выбора, как я считаю, это то, что мотоцикл должен быть таким же, как и у ваших друзей.
Ну вот сравните, вот тот движок и вот тот движок. И представьте себе, что вы собрались в путешествие с вашими товарищами на двух совершенно разных мотоциклах с различными характеристиками. Если один едет, крейсер у него 90 км в час, а у другого 160, согласитесь, вместе вы не поедете. И если, к примеру, ваш друг на Гауде поедет вместе с вами в грязь, а вы на эндуро, естественно, он там застрянет. И ту Гауду он бросит в том болоте, а вы на своем эндурике поедете за трактором, который сможет его оттуда вытащить. Я считаю, заранее нужно определяться, с кем вы хотите дружить, и, исходя из этого, уже покупать мотоцикл, который подходит вам, который подходит вашим друзьям. А это тот мотоцикл, из-за которого с вами никогда не будут дружить ваши друзья на эндуриках. Потому что правый кофр на этом мотоцикле больше, чем у вашего эндуриста бак. Это К1600 JT. Ныряем в портал, а рядом еще один портал. Следующий критерий для выбора, как я считаю, это достаточно ли места на мотоцикле для вашего напарника, напарницы. Ребят, вот если вы решили купить байк, то 100% друзья-байкеры рассказывали вам про какие-то правила, уставы, устои, которые существуют в байкерской среде. И вы знаете эту историю о том, что не историю, а закон, что если женщина села к вам на мотоцикл, значит она вам дала. А вот если вы падаете на мотоцикле вместе с ней, то вы обязаны на ней жениться. Ребят, давайте будем откровенны, будем честны, что это просто городская легенда. В жизни это не работает. Ну, один раз женщина с вами проедется на мотоцикле, второго раза не будет. Ей уже будет неинтересно. Возможно, вам повезет, и вы встретите женщину, которая действительно полюбит мотоциклы. Возможно, она даже заберет у вас ваш мотоцикл и отправится на нем в кругосветку. Кто знает. Но вот на таком мотоцикле можно ездить и с партнершей, и в кругосветку. Мопед, на котором вы никогда не будете ездить с подругой, потому что там нету места для вашей подруги. На R51 RS тоже нету места. А вот на таком S1000RR все девчонки будут ваши. Но катать вы их тоже не будете. Вообще без вариантов. Ну, разве что привяжете вместо рюкзака к себе на спину, закинете. Следующий критерий для выбора мотоцикла – куда ездить. Если вы хотите на нем по выходным ездить на рыбалку, то вам подойдет любой мотоцикл. Если вы решите поехать к друзьям за 100-200 километров на выходные, вам подойдет любой мотоцикл. Я не просто так сейчас снимаю вот этот мопед R10 Roller 53 года. Даже на таком вы сможете проехать 1000 километров за пару дней. И на таком сможете проехать, на любом мотоцикле. Не верите? Откройте YouTube и посмотрите ролики людей, которые это делали. Другое дело, если вы просматриваете видео под названием «Как отправиться в кругосветку» или «Как проехать Европу, Африку и Азию». Ребят, ну вы реально оптимисты. Те люди, которые отправляются в такие путешествия, они имеют мешок и небольшую тележку денег с собой. Если их мотоцикл сломается в дороге, они закажут новый двигатель, поменяют его где-то. К ним приедет группа поддержки, друзья, которые помогут починить все, что там сломалось. Возможно, они даже привезут новый мотоцикл готовый, точно такой же. Но это все останется за кадром, и вы никогда этого не увидите, не услышите. R80 GS, Париж-Дакар. Вот на таком аппарате можно смело ехать на рыбалку, на охоту.
Я более чем уверен, что не найдется таких ебеней, где бы вот такая резина вас бы не вытащила. На нем вы выедете везде, всегда, но тут тоже нету места для девочки. Другое дело, если вам действительно нужно будет проехать на мотоцикле через земной ад и потом вернуться обратно. Мотоцикл для таких целей должен быть, я считаю, легким, чтобы вы могли его в одиночку вытащить. Так и хочется сказать, темная лошадка. Мотоцикл для таких целей должен кушать мало топлива, он должен быть экономичным, потому что вы не миллионер. Согласны? Если бы вы были олигархом, вы бы летали в кругосветке на личных самолетах с колесами. Мотоцикл для кругосветки должен быть простым в ремонте, чтобы вы могли его починить самостоятельно. Там не должно быть какой-то суперсложной электроники, каких-то 6 карбюраторов, которые нужно синхронизировать. Вот даже вот такой мопед, если он у вас сломается, ну вот как вы его поднимете? Укладете на бок, как вы оську вытащите, чтобы заменить резину? Ну вот как? Легкий. Мотоцикл должен быть легким. И следующий критерий для выбора. А его не существует. Потому что критериев для выбора может быть миллион. И у каждого из вас он будет разным. Вот лично мне вот этот байк импонирует больше всего. Эндуро, легкий. Ну, это мое личное мнение. У меня примерно такой же и стоит в гараже. Только с движком. Послабее и поновее, потому что эти выпускались то ли в 2008, то ли в 2009 году. Лучший диван тот, который у вас есть. С мотоциклами, я считаю, точно так же. Потому что, когда вы купите мотоцикл, вы будете спать в палатках, на каремате, на земле, в каких-то хостелах, гостиницах. Но уже никак не на вашем любимом диване дома, под боком у жены. Вы будете готовить еду на костре, на газовой горелке. Научитесь полагаться только на самих себя, жить одним днем, не бояться трудностей и ценить настоящих друзей. Кстати, если кто-то продает диван, напишите в комментариях. Заберу даром при условии доставки за ваш счет в Баварию. И сразу продам Хонду. Шучу. Шучу, конечно же. Удачи вам в выборе. Пишите в комментариях, зачем вам мотоцикл. Я статистику не веду. Просто интересно. Ну что, поехали домой? Не хочется. Честно. Я бы тут еще часок погулял.